Всем привет! Как подстричь короткую модную женскую стрижку, расскажу в этом ролике. Друзья, заранее подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые публикации. Это исходная длина волос моей болванки. Теперь я ее буду стричь еще короче, сделаю вот такой вариант. С акцентированной, но плавной длиной волос во фронтальной зоне. Перед стрижкой волосы нужно обязательно мыть, даже если это болванка. А для того, чтобы было легче прочесывать волосы для пластичности, я нанесла специальное средство от TG. Вы можете взять любое другое удобное вам. Я выбрала это, потому что у моей болванки очень жесткие азиатские волосы. Итак, я разделила волосы на секции. У меня получилось 5 секций. И вот так это выглядит. Буду начинать стрижку с затылочного блока. Красной линией на схеме я выделила главные проборы, которые будут отделять зону макушки и височные блоки. В центре затылочного блока вертикальным пробором я выделила контрольную прядь и простригла под углом 90 градусов по форме головы. Красная линия по форме закругления головы также будет являться контрольной прядью для тех, которые чуть ближе к уху. Они будут подтягиваться контрольно, чтобы получилось удлинение. А также я хочу сохранить плотность и создать немножечко угловатую форму затылка. А центральный затылочный блок, нижний и средний, будут простригаться с оттяжкой каждый предыдущий. У моей болванки волосы на нижнем затылке очень короткие, практически не состригаются. Поэтому я стригу только средний затылок и подвожу длину к нижней части затылка. Угол среза пряди у меня по форме головы. То есть вот как голова закругляется к низу, так я и срезаю. Здесь я уже дошла до линии закругления головы, и эта прядь у меня будет контрольной. Далее все последующие пряди я буду подтягивать к ней и срезать на ее уровне, чтобы у меня получилось небольшое удлинение и угловатый затылок. То есть мне хочется сохранить за ушками массу волос. Пряди я стараюсь выбирать тонкими, чтобы не потерять уровень среза. Захватываю часть контрольной пряди и часть той пряди, которую собираюсь срезать. Соединяю их с оттяжкой контрольной и срезаю. Таким образом, вертикальными проборами я простригаю весь затылочный блок. После того, как я закончила стричь одну половинку затылка, где последняя выделенная прядь была прострижена за ухом. Следующим этапом я меняю оттяжку в зоне закругления головы. Теперь последняя прядь за ухом у меня будет контрольной. К ней я подтянула предыдущие уже простриженные пряди для того, чтобы убрать небольшой образовавшийся уголок. Таким образом я создала гармоничную угловатость. Теперь буду работать с другой половинкой затылочного блока. Эту часть затылка я стригу с внешней стороны пальцев. Двигаюсь по форме головы. В данном случае я не двигаюсь, чтобы не загораживать камеру, но очень стараюсь сохранить правильную оттяжку. Снова перешла на внутренний срез ладони, пальцы держу вертикально. Таким образом оттяжка получается максимально правильной. И уже дошла до линии закругления головы. Дальше прядь я буду подтягивать к этой пряди предыдущей. Расскажу пару слов про стрижку, кому она подойдет. Я бы ее назвала укороченным вариантом пикси классической. По форме головы здесь нет не сведенных зон. Максимальную текстурность и подвижность я создала во фронтально-теменной зоне, а в частности в зоне челки. Я ее оформила длинной, рваной, текстурной, чтобы была динамика при движении. Также я не стала открывать ушки, сделала их наполовинку прикрытыми. Следовательно, такая форма стрижки подойдет женщинам с любой формой лица, даже с квадратной. Я ее могу смело назвать универсальной. Она сочетается с любыми прямыми волосами, даже тонкими и не густыми, но в таком случае важно более тщательнее подходить к выбору длины и, возможно, создать более плотную градуировку в зоне висков. Текстурная челка позволит нивелировать какие-либо недостатки лица, например, объемное лицо, какие-то непропорциональные черты, тяжелая нижняя часть лица, двойной подбородок и так далее. А еще такую стрижку можно выполнить в более длинном варианте, она тоже будет смотреться гармонично, пропорционально и стильно. После того, как я простригла весь затылочный блок, я проверяю баланс с двух сторон, делаю перекрестную стрижку, то есть перепроверяю, ровно ли я подстригла. И у меня все замечательно, поэтому я приступила к стрижке зоны макушки.
Ее я буду стричь в диагональных проборах. Выделяю первую контрольную прядь, состригаю ее на желаемую длину. Кстати, в этой зоне длина может быть произвольной. То есть затылок и зону макушки можно не сводить между собой плавным переходом. Это будет актуально для тех, у кого форма макушки имеет скошенную линию. То есть плоскую макушку, когда нет выпуклости в профиль. В таком случае длину волос можно оформлять в более длинном варианте, чтобы не завалить форму, чтобы было чем ее создавать, добавлять этот визуальный объем и пропорции. Я же здесь делаю все плавно. Первую контрольную прядь я выбрала с учетом уже простриженной ниже. И, ориентируясь на нее, создала себе новую контрольную прядь. Все последующие пряди я подтягиваю к предыдущей, к срезанной. Но если вы хотите более выраженную шапочку, тогда все последующие пряди можно подтягивать к контрольной. Тогда линия окантовки по зоне верхнего затылка будет более выраженная. Но в любом случае на сухих волосах все равно нужно будет доработать, чтобы краевая не висела обрубками. Если в процессе стрижки у вас подсыхают волосы, то их обязательно нужно смочить. Влажные и полусухие волосы имеют разную растяжимость. Поэтому, чтобы результат стрижки нас порадовал, влажность волос должна быть одинаковой. Как раз так же и для этой цели я использую специальные средства перед стрижкой. То есть я не просто их мочу водой, а наношу еще специальные препараты. Они позволяют дольше удерживать волосы во влажном состоянии, а во время сушки феном ускоряют процесс сушки волос. То есть волосы сохнут быстрее. Также такие средства препятствуют спутыванию волос во время прочесывания, а это очень облегчает работу мастерам. Ну и оттяжка волос получается равномерной. Итак, здесь я все простригла и перепроверила. И приступаю к работе с височными зонами. Виски я буду стричь в радиальных проборах. В зоне над ухом я выделяю главную прядь вертикальным пробором и простригаю ее на уровне волос за ухом, которые простригла раньше. Затем я радиальным пробором или веерным выделяю следующую прядь, оттягиваю ее контрольной и простригаю на ее уровне. Срез у меня параллелен вертикальному пробору контрольной пряди. То есть все волосы в радиальных проборах на височных зонах я оттягиваю контрольной пряди за ухом и простригаю. У меня сформировались удлиненные височные зоны, длина волос накрывает ушки. Таким образом, кстати, вот эта стрижка подходит еще тем, у кого торчат ушки. Здесь виски сформированы таким образом, что прядки волос не будут топорщиться над ушами. А в процессе доработки густоту над ушной раковиной еще можно будет убрать. После стрижки зоны висков я проверила окантовку и простригла аналогично височный блок на другой стороне головы. Следующим этапом я приступила к стрижке фронтально-теменной зоны. Ее я буду стричь радиальными проборами. Точка соприкосновения всех проборов наивысшая. Вертикальным пробором в центре я выделяю контрольную прядь, оттягиваю ее наверх и простригаю. Ориентируюсь на длину волос в зоне макушки, но также можно простричь на удлинение к лицу. Я делаю все прямо. Затем радиально из наивысшей точки головы я выделяю следующий пробор и подтягиваю ее к контрольной. То есть прядь волос подтягиваю к контрольной, срезаю на ее уровне. Так как я все волосы в этой зоне срезаю параллельно полу, длина на челке у меня тоже срезается. Если вы хотите сохранить длину волос на челке, в таком случае срезать нужно под углом на удлинение к лицу, либо отдельной зоной выделить челку и простричь ее уже в конце. Так как выделенные пряди у меня получаются широкими, то я их простригаю частями, потому что одним захватом не получится сделать качественный срез. Поэтому во время оттяжки важно не потерять свои пряди. В этой зоне я каждую новую прядь оттягиваю к предыдущей и срезаю на ее уровне. В зоне соприкосновения височной фронтально-теменной зон у меня образуется небольшой уголок. Его я потом буду убирать.
И аналогично застригу левую часть фронтально-теменной зоны. Также начинаю с центрально-вертикального пробора, выделяю следующую прядь радиальным пробором, подтягиваю контрольно и срезаю на ее уровне. Для точного среза захватываю часть контрольной пряди и часть новой. Подтягиваю контрольно и срезаю. Такой формат стрижки носится достаточно комфортно. Ее несложно укладывать, и вообще стрижка сама по себе ложится красиво. Достаточно будет подчеркнуть слои, текстуру специальными стайлингами. Например, спрей-воском, прикорневой пудрой, глины, пасты различные. Слегка приподнять у корней этими же средствами. И стильный модный вариант укладки будет готов. Подходит под любой стиль одежды и образа жизни. Такая форма хорошо держит прикорневой объем, актуально для тех, кто его любит. Ну а также ее легко укладывать, ухаживать за ней, сушить ее легко. Многим женщинам тяжело одновременно справляться феном и брашингом. Но с такой стрижкой, я думаю, проблем не возникнет. Вот здесь я убираю тот уголок, про который я вам говорила. Вот он. Его можно было оставить и доработать уже на сухих волосах, но я решила убрать еще в мокром виде. Потому что мне хотелось создать переход с более укороченными волосами сверху и к удлиненным снизу. Волосы в зоне челки я подтягиваю назад к уху и срезаю вот этот уголочек. Но при такой оттяжке уже практически ничего не остается, и я просто удостоверяюсь, что у меня там все ровно. С другой стороны делаю то же самое. Вообще, чтобы облегчить себе работу в стрижке, я после выполнения каждого блока проверяю баланс с двух сторон, проверяю ровность линий, правильно ли я все сделала, пропорционально. То есть такую проверку я делаю после каждого блока, а не после всей стрижки. Таким образом, я буду уверена, что я выполняю все качественно, и форма у меня получится максимально правильной. Здесь я уже приступила к оформлению челки. Я создаю слои. Вертикальным пробором в центре я выделила прядь. Угол среза был по форме головы. Затем радиальным пробором я выделила следующую прядь, потянула к центральной и срезала на ее уровне. Все волосы в зоне челки я подтягивала радиальными проборами к вертикально-центральному пробору. Дальше я приступила к сушке по форме стрижки, просто просушиваю волосы с помощью расчески бомбаж. Для последующей доработки волосы должны быть сухими на 100%. Различными техниками среза я дорабатываю всю стрижку. Я редко пользуюсь филировочными ножницами, мне удобнее работать прямыми. И филировку текстуру я создаю ножницами с прямым полотном. Делаю неглубокий пойнтинг. У моей подопечной волосы густые, жесткие, толстые, поэтому мне пришлось тут повозиться. Если волосы тонкие, то при такой форме понадобится минимум доработки. Сама техника выполнения уже в конце стрижки не потребует таких физических затрат на доработку волос. То есть благодаря слоям и градуировке волосы редко требуют филировки, но разве что в каких-то определенных участках, там где большие сгустки волос, густоты волос. Производители моей болванки очень постарались, у нее так много таких сгустков, вихров и нестандартного роста волос по всей голове. Создали максимально естественные условия парикмахерам, чтобы они оттачивали свои навыки. А еще у меня есть болванки с редкими волосами. На них я буду выполнять стрижки, которые подходят женщинам с негустыми волосами. Друзья, напишите, пожалуйста, были бы вам интересны такие ролики, стоит ли мне их снимать, и формы каких стрижек вы бы хотели увидеть в моих роликах. И вообще пишите любые пожелания. Возможно, вам бы хотелось увидеть, как стричь любые варианты челок. Или, например, какие техники доработки стрижек бывают. Пишите все, мне будет очень интересно узнать об этом. И вот такая модная стрижка у меня получилась. Прям классическая пикси, но с рваной текстурной длинной челкой, удлиненными висками и равномерным затылком.
Кстати, такой формат челки отлично подойдет тем, у кого есть лобные залысинки, либо высокие лобные впадины. Друзья, благодарю за просмотр моего ролика. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Всем пока, удачи!